Украина заявила о поражении. Болезненный удар по авиации РФ. Власти признали потери. Российские истребители перехвачены. Путин угрожает сравнять с землей целые страны Альянса. НАТО срочно меняет тактику. Кремль повышает ставки. Армении поставлен ультиматум. Украинский сценарий все ближе. Москва теряет Крым. ВСУ разносят логистику и душат полуостров. Тотальный дефицит. Только начало. Здоровье президента в центре внимания. Белый дом публикует заключение. Результаты шокируют. Об этих и других событиях к вечеру субботы 30 мая. Субботний вечер с Нехта – правильный способ завершить день. Главные новости прямо сейчас. С вами Олесь Корниенко. Крайне болезненные новости для российской авиации и ракетных войск. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди, более известный как Мадьяр, заявил об уничтожении сразу нескольких важных целей в Ростовской области. По его словам, на военном аэродроме под Таганрогом были поражены 2 дальних противолодочных самолета Ту-142. Эти машины используются для разведки и поиска подводных лодок и считаются одними из самых редких самолетов в составе российской авиации. Кроме того, украинские дроны нанесли удар по оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», который находился на пусковой позиции неподалеку от того же Таганрога. Российские власти дополнили картину. На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом административного здания. Роберт Броуди подтвердил удар по танкеру и нефтебазе, прилагая видеоотчет. Кремль повышает ставки, ситуация вокруг Армении опасно накаляется. Москва объявила об отзыве своего посла Сергея Копыркина из Еревана для консультаций. В российском МИД прямо дали понять причину такого шага. Там заявили, что недовольны курсом армянских властей на сближение с Евросоюзом и считают, что эти действия наносят ущерб сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Сам по себе отзыв посла еще не означает разрыв отношений, но в дипломатии это один из самых жестких сигналов недовольства, который обычно используют во время серьезных политических кризисов между государствами. Накануне Путин в своей манере снова пригрозил Армении украинским сценарием. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Конечно, Кремль не был против, а Украина напала сама на себя. А в небо над Балтией ворвались уже не беспилотники, а чужие самолеты. Франция сообщила, что ее истребители «Рафаль» поднимались по тревоге после появления российских Су-30. По данным французских военных, российские самолеты выполняли полет без проданного плана. После получения сигнала истребители НАТО взлетели с базы в литовском Шауляе и взяли российские машины на сопровождение. Париж не уточняет, воздушное пространство какой именно страны было нарушено – Литвы, Латвии или Эстонии. Также неизвестно, когда именно произошел инцидент, однако сам факт публикации говорит о том, что НАТО считает его достаточно серьезным. По совпадению, накануне Владимир Путин угрожал Литве, да и всем странам региона. Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО. Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать. Так ответил Владимир Путин, комментируя недавнее высказывание главы литовской дипломатии Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нанести удары по российским военным объектам в Калининградской области. Украина продолжает бить по нефтянке агрессора. Кроме нефтебазы и танкеров в Таганроге, дроны ВСУ наведались еще по нескольким адресам. В Армавире Краснодарского края под удар попала нефтебаза компании «Южная нефтяная компания». После атаки вспыхнул пожар, который, по данным местных властей, тушили около 5 часов. Одновременно сообщается о новом ударе по нефтебазе в оккупированной Феодосии. По данным мониторинговых ресурсов, после 2 прилетов возник
возникли очаги возгорания. Спутниковые снимки зафиксировали огромный шлейф дыма, который растянулся почти на 10 километров в сторону Черного моря. Удары ВСУ по логистике захватчиков на оккупированной территории уже привели к тотальному дефициту топлива. Стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. С сегодняшнего дня в аннексированном Крыму введены ограничения на продажу АИ-95 не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом сообщил назначенный Москвой гауляйтер полуострова Сергей Аксенов. Как думаете, поможет? Ситуация не меняется. 11 часов бензина нет. Даже намека на бензина нет. Вообще. Все ждут, все проезжают, смотрят, спрашивают. Этот бедный заправщик уже надоел всем отвечать на один и тот же вопрос. Но бензина нет. Ничего нет. НАТО нужно срочно принимать меры после удара российского дрона по румынскому Галацу. В Американском институте изучения войны считают, что после инцидента Альянсу придется пересматривать подходы к противовоздушной обороне. Аналитики не исключают появление новых механизмов сотрудничества с Украиной и Молдовой для защиты от российских беспилотников. Особенно показательно другое. По данным института, с начала полномасштабной войны российские дроны 28 раз нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки падали на ее территорию 47 раз. Но удар по жилой многоэтажке с пострадавшими произошел впервые. В институте также обратили внимание на реакцию Москвы. После инцидента российские чиновники не только отказались признавать ответственность, но и начали обвинять Украину и Запад. А Дмитрий Медведев фактически предупредил, что подобные случаи могут повториться. По мнению аналитиков, Кремль таким образом проверяет, насколько далеко можно зайти и какой будет реакция НАТО на новые инциденты у своих границ. В институте считают, что в будущем такие удары будут продолжаться. Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив почти 300 дронов и около десятка ракет. В Шосткинской общине Сумской области в результате налета повреждены 11 многоэтажек и ряд нежилых зданий. Кроме того, захватчики разнесли здание местного железнодорожного вокзала. Типичный центр принятия решений. Гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей в Сумской области ехали по своим гражданским делам. Били оккупанты также по Запорожью, Полтавщине, Ровенщине. Взрывы были слышны в Киеве и области. Здоровье президента США снова оказалось в центре внимания. После нового медосмотра Белый дом опубликовал заключение врачей о его состоянии. Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошие показатели работы сердца, легких, нервной системы и организма в целом. Трамп за год прибавил 6 кило, и теперь его вес составляет 108 килограмм при росте 1 метр 90 сантиметров. Хозяин Белого дома известен пристрастием к фастфуду и коле, а также не любит физических упражнений, кроме игры в гольф. Медики подтвердили наличие небольших отеков и синяков, но назвали их безвредными. Синяки объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи пришли к выводу, что их 79-летний подопечный полностью способен исполнять обязанности главы государства и главнокомандующего. В общем, как говорится, рукопожатие крепкое, не дождетесь. А как вам кажется, Дональд Фредович вполне здоров? Гюльчатай, покажи личико. В Казахстане озвучили, сколько человек привлекли к ответственности за ношение одежды, которая полностью скрывает лицо. Такой запрет в стране действует с июля прошлого года. И по данным полиции, наказаны за его нарушение почти 1200 человек. За первое нарушение предусмотрено предупреждение, но при повторном случае в течение года уже придется платить штраф. Закон не касается медицинских масок, зимней одежды, служебной экипировки или участников спортивных и культурных мероприятий. Море, солнце, Турция. Отдых тут едва не превратился в трагедию для более чем сотни туристов. В Мармарисе прямо во время экскурсии затонул прогулочный корабль, на борту которого находилось 110 человек. ЧП произошло в популярной бухте Аквариум. Экипаж вовремя заметил серьезную неисправность и успел подать сигнал бедствия. На помощь сразу пришли другие экскурсионные суда и береговая охрана. Всех пассажиров успели пересадить на соседние катера, а вскоре
вскоре после этого судно полностью ушло под воду. В результате никто не пострадал. Кто на таких катерах плавал в Турции? Признавайтесь, наличие спасательных жилетов проверяли? Вино, которое пережило императоров, революцию и самого Сталина, скоро уйдет с молотка. В Грузии решили продать уникальную коллекцию, связанную с советским диктатором. Речь идет примерно о 40 тысячах бутылок редких французских и грузинских вин. Некоторые из них были произведены еще в начале 19 века. Тут есть даже вина из запасов российских императоров Александра III и Николая II. Я чувствую себя как Индиана Джонс, открывающий одну из своих пещер. Это может быть ничто, а может быть что-то важное. Но сейчас не так много событий, которые можно считать историческими, и это может быть одним из таких. Коллекция десятилетиями хранилась в закрытом винном погребе в Тбилиси, который впервые вскрыли только на этой неделе. Теперь власти планируют выставить бутылки на аукцион. Вырученные средства направят на создание школы виноделия, так что напитки, которые когда-то собирал один из самых известных диктаторов 20 века, в итоге помогут готовить новое поколение грузинских виноделов. Аэропорт размером с город. В Дубае начали строительство проекта, который может стать крупнейшим авиаузлом в истории человечества. Новый аэропорт Аль-Мактум строят прямо посреди пустыни. Его пропускная способность должна достичь фантастических 260 миллионов пассажиров в год. Для сравнения, крупнейшие аэропорты мира сегодня обслуживают примерно в 2-3 раза меньше людей. Масштаб впечатляет и в деталях. Проект стоимостью $35 миллиардов включает 400 выходов на посадку и 5 параллельных взлетно-посадочных полос. После завершения строительства комплекс будет примерно в 5 раз больше нынешнего аэропорта Дубая. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.